Привет! Сегодня мы встали пораньше и собираемся поехать на экскурсию. Самый большой. Сейчас мы едем в самый большой храм Бали. Машина нас уже ждет. Вперед! Погрузились в машину, едем. Нам ехать примерно 1,5 часа до храма. На самом деле это не совсем экскурсия. Первая наша остановка будет в храме. Там мы будем проходить церемонию и будем общаться со знаменитым монахом Анкуджати. Можно задать будет вопросы и получить какие-то ответы. Но нашу всю поездку организовал специальный человек, который занимается тем, что вот возит туристов. Так что нам ни о чем не приходится задумываться, просто садимся, едем и ждем, когда нас привезут в очередное место. Дорога была непростой, но мы вот уже почти подъехали. Сейчас будем выгружаться, встретимся с нашими друзьями и пойдем все вместе в храм. И потом к Анкуджати. Мы добрались, сейчас поедем вот на такой машине. Дальше. Если с водителем прикольно, на связь на такси. А вот, собственно, и наши друзья. Мы все собрались и идем с гидом смотреть храм, проходить церемонию и общаться с Анкуджати. Это место невероятно популярное у туристов и у местных, ну и архитектура поражает. И местные верят, что это место обладает особой силой, особой энергетикой. Ну как? Ну с малышом, с утяжелителем тяжеловато. Всем мужчинам одели удовники. Нет, только мужчины. Это не мужчины. Прикольно, жена Анкуджати, да? Такие яркие пояски все. Подниматься нужно в гору, вверх, вверх, вверх все время. Дети 4-5 лет нормально справились, а малышки годоватики 2-летки, конечно, только на руках у родителей. А вот, собственно, сам легендарный монах. Сейчас он будет проводить нам церемонию. Мы посмотрели обалденную архитектуру, помолились, поговорили с монахом, задали вопросы свои, получили вот такие вот веревочки и ответы на свои вопросы. Едем дальше. Сейчас мы поедем к подножию вулкана в ресторан с красивым видом, пообедаем и насладимся природой. Приехали в ресторан с потрясающим видом. Столик и какой вид.
Сегодня облачно, не видно вулкан. Но рисовые поля потрясающие. Сегодня немного пасмурно, и мы не увидели вулкан, но вообще это выглядит вот так вот. Рисовые поля и вид на вулкан, но не в этот раз. Зато мы вкусно поели. Здесь ресторан по типу шведский стол, можно выбрать любимые блюда, сбалансированное питание. Теперь мы едем дальше на водопады. Подъезжаем к водопаду. Амельчика уснула, мы сейчас пойдем с Софией вдвоем посмотрим. Дорожка узкая и разъехаться. Подходим, здесь такой высокий спуск и подъем, ступенечки. Держись. И там водопад шумит. Это первый небольшой водопад. Такая красота. Тихо, никого нет. Красиво. Классно, почти подошли. Здесь рыбки. Вон и большой водопад. Он не очень высокий, но широкий. Это первый водопад, не очень высокий, а это второй. Он действительно большой. Сейчас подойдем поближе. Очень классно здесь водопад. Один большой, один небольшой. Не очень много народу. Можно пофотографироваться и прочувствовать джунгли. Поднялись. На сегодня еще не все. Сейчас едем еще в одну обалденную локацию. Мы приехали в храм, который находится на воде. Сейчас посмотрим, что за храм на воде. Народу здесь очень много. Много туристических автобусов. Больше, чем в предыдущих местах. Это два наших гида. Один организатор, а второй водитель, с которым мы ездим везде. Ведут нас. Много потрясающих мест. Здесь очень много огромных рыб. Это оранжевые. Это не листики, это рыбы. Все рыбёки. Рыбы действительно голодные, их можно покормить, здесь же подается корм. И такое развлечение для детишек. Дети в восторге. Рыбки, видимо, очень голодные. А это небольшое озерцо у местных считается священным. Если присмотреться, оно как будто бурлит. Из-под земли выходят газы какие-то или вода. Вода, наверное. Видите, такое бурление идет. Вода здесь всегда на одном уровне остается. Выглядит, конечно, это все просто потрясающе. Получаешь настоящее эстетическое удовольствие от такой красоты. Джунгли, балийская архитектура, вода, зелень. Ну а сейчас мы идем еще в одну интересную церемонию. Будем проходить интересную церемонию омовения в святых источниках. Сейчас мы переоденемся все. И как вот эти вот люди в зеленых платьях тоже пойдем в эти святые источники окунаться. Сегодня очень многолюдно, выходной день. Очередь огромная, а вода достаточно прохладная. Мы переоделись в специальные одежды, сейчас пойдем туда купаться, молиться.
Ну что, мы накупались в холодных этих источниках, помолились, постояли, прониклись духом. В общем, это было феерично, особенно с детьми. Все, теперь мы движемся в сторону дома. На этом наш день сегодня заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пока!